Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, Мария. Как сказал писатель, осетрина бывает только первой свежести, а то, что касается второй свежести, она просто тухлая. Любовь бывает, как сказать, любовь — это там радость, счастье, мне хорошо и точка. А сегодня мы поговорим о том, что люди ошибочно принимают за любовь. Первое. Любовь несчастная. Помните про осетрину тухлую? Это практически одно и то же. Любовь неразделенная. И третье, одно из моих любимых, я не могу его забыть. Хотя прошло уже очень много времени. При этом давайте честно посмотрим друг другу в глаза. Если бы любовь была здоровая, то мы бы лишились кино, мы бы лишились театра, мы бы лишились 99,99% литературы, и мы бы лишились 99% музыки. Почему? Потому что все вышеуказанные виды искусства, хотя телевидение с кино не совсем бывает искусством, они все построены на неразделенной любви, на несчастной любви, и я не могу его забыть. Телевидение — это пропаганда несчастной любви. В общем, да. Особенно второй канал России, да. А вот смотрите, Михаил, я так с места в карьеру, было у нас сообщение в предыдущем чате от слушателя. Он пишет следующее. У меня ушла девушка к другому. Расстались мы хорошо. Она пожелала мне счастья и сказала, что я хороший. 3 месяца прошло, а я не могу ее забыть, потому что очень люблю, так как в первый раз хочется все ей отдавать, все для нее делать, любить, заботиться, дарить нежность, вообще отдавать все, что у меня есть. Но девушка ушла к другому. Вопроса нет, да? Вопроса нет. Может, вы зададите Марине вопрос? Что делать? Вот смотрите, давайте разберем эту ситуацию. Ответим Марине на вопрос, что делать. Первое, понимать, что здесь вообще история не про любовь, а история про зависимость. Почему, спросите вы? Потому что кто этот герой, кто нам написал? Он подписался? Без подписи. Без подписи. Этот безымянный герой говорит нам вот что. Я люблю человека, который меня не любит и которому я не нужен, который от меня ушел. В этом вся проблема. Поэтому это нездоровая фигня. Вот, пожалуйста, Ирина, 37 лет, замужем, безответная любовь с моей стороны. Вышла замуж, как говорят, по залету, не узнав будущего мужа. Я не смогла полюбить мужа, ушла с малышом, уже не вместе 3 месяца. Кстати, все обычно пишут вместе там, не вместе 3 месяца. Как заставить себя полюбить? Как избавиться от чувства вины за то, что не смогла полюбить? Это бред, дорогая Ирина, 37 лет. Зачем заставлять себя любить? Это все, что ребенка заставляет с утра есть манную кашу. Зачем, если он ее не любит? Здравствуйте. Здравствуйте. Песня понравилась? Да. Следующий, старая пожалуйста. Песня. Шучу. Давайте. Как вас зовут? Марина. Марина. О чем хотите поговорить? Я хотела рассказать свою историю про вот несчастную, так сказать, любовь. Мы сейчас платки только приготовим. Хорошо. Слезы в глазах. Рассказывайте, только коротко и в конце вопрос. Хорошо. Давайте. В общем, с 18 до 25 лет я встречалась с парнем моего же возраста. И это 7 лет. И получилось, что мы иногда расставались периодически из-за того, что он изменял мне с другими девицами. В основном это были мои подруги. Это происходило обычно за моей спиной, так что я об этом не знала. Вот. И в итоге мы расстались окончательно. Я ему сказала, что если он решит возвращаться, то он возвращается навсегда и без измен. И он через 4 дня вернулся. Вот. Но в итоге я все равно с ним... В итоге прошло еще, наверное, где-то 2 года. И мы расстались окончательно уже, как бы. Вот. Но проблема в том, что я из-за того, что я вообще никогда Поначалу я не думала, что он может меня предавать вот так вот, как бы. И из-за этого у меня теперь проблема из-за того, что я все время натыкаюсь на таких парней, которые гуляют там, то за моей спиной, как бы, то еще что-то, в общем, такого рода. В чем вопрос, дорогая моя? А вопрос в том, что как не видеть в каждом потенциальном, допустим, кавалере, что он предатель. Как бы либо я на таких натыкаюсь, либо я смотрю не на тех, либо вы я не могу... с самого начала не просто на таких натыкаетесь,
Вы прямо с такими хотите что-то, чтобы, как говорят, замутить. Потому Нет, что... у меня, кстати, в моей семье, извините, что я перебила, мой отец, он никогда не изменял моей маме. И Вообще что? никогда. Я что, на Фрейда сильно смахиваю? Оставьте папу в покое. Давайте Нет, так ну просто рассуждать. откуда? Почему мне такие могут нравиться? Это другой я вопрос. не люблю ни ложь, ни предательство. А тогда я сама не такая. Подождите, если вы не любите ложь и предательство, а ваш парень вам неоднократно изменял, я правильно понимаю? Да, да. Вот что 7 лет тянули, если вы не любите? Зачем? Потому что я не понимала, что... Я думала, что он это не специально, или он все равно... Его били? Я Его только сейчас заставили? поняла, что это как бы, не любовь. А тогда я этого не понимала. Да подождите, давайте попроще. Вам все-таки не 5 лет было, а 17, да? Да, А потом 18, 19, 20, 21, да? Да. Вопрос. Вот ваш парень вам изменил еще и с подругой. Вам это было неприятно, правильно? Да. Вот давайте... Но он от меня это скрывал. Я это узнала как бы, Но не через 7 лет вы это узнали, правда? Нет, не через 7. Не через 7. Вопрос. Вам это было неприятно? Вы, наверное, плакали даже, да? Да, ой, расставались из-за этого. А зачем вы обратно туда лезли-то? Не знаю, наверное, я не знаю, честно, я не знаю. Вот там откроется ответ на ваш вопрос. Вопрос следующий. Почему вот у меня так, да? Почему мне такие, я всех еще и подозреваю? Потому что вы не делаете так, как вы хотите. Боюсь, что причина в том, что вы боитесь остаться одна. Потому что даже когда все на возраст валят, мне было 17 лет или мне было 20 лет, даже 10-летний ребенок понимает, когда ему делает больно или ему делает плохо. Он это понимает. Он больше туда не пытается руки совать. Я имею в виду не в розетку, не в горячий чайник. А вы туда руками и ногами залезли и спрашиваете оттуда. Где вам изменяют, где вас опускают, унижают, обманывают. Типа, Михаил, а что-то у меня такая фигня в жизни происходит? Смотрите, какая ситуация. Не надо бояться людей, во-первых. Во-вторых, если вы завтра встретите парня, который вам изменит, вы про себя заранее должны знать, что вы людей не избегаете, но когда с вами это произойдет, это уже будет не ваш парень. Вы даже не будете с ним выяснять отношения, вы просто на этом закончите весь разговор. Вот если вы себя будете так вести, тогда в жизни будут более адекватные, вменяемые парни, которые не будут спать ни с вашими подругами, ни с чужими. Но до тех пор, пока вы слушаете этот бред, что он не нарочно, нечаянно, пытаетесь понять его, почему он это сделал, а он на самом деле любит вас. До тех пор, пока вы в эти игры играете, вот такая несчастная любовь с обманом. И, по-моему, Марина болела что-то из WhatsApp, да? Наболела. Пишут, какая же у вас позитивная передача, слезы по лицу. Итак, позитивное сообщение. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Татьяна, мне 48 лет, и по вашим меркам я невротичка. Хороший оборот. Сыну 11 лет, в браке жила полгода, сын становится самостоятельным, все время жизни уходила на работу и заботу, мужчин не было, на работе вокруг только женщины, ощущение, что жизнь я свою прозевала, но отношения с мужчиной построить хочу. Вопрос. Считаете ли вы, что можно заводить отношения несерьезные, как-то приятно пообщаться, приятные сексы, предчувствуя, что они не закончатся браком? И вопрос второй, где можно познакомиться с мужчиной? Со второго начну, ответ везде. А первый вопрос, что я думаю про легкие отношения. Как говорили в 60-е годы хиппи, это называется секс без обязательств или секс без чувства вины. Вы знаете, когда люди знакомятся, они вообще не имеют в виду какие-то тяжелые, серьезные отношения. Они все больше про секс и про пообщаться. Вот во что это дальше выливается, это уже другой вопрос. Но представьте себе, что вы где-то нашли мужчину, откопали его буквально, отряхнули, обмыли, причесали, приодели. И что дальше? Вы скажете, ну что, пойдем жениться? Так же это не происходит. Вы сначала пофлиртуете, побегаете, как в кино. Так знаете, вот 3 дерева растут, вы между ними бегаете. Вы бегаете, он догоняет. Догнал, прижал спиной к дереву, поцеловал, а там пошло-поехало. И только после этого можно говорить о более тяжелых отношениях. То, что девочки называют серьезными отношениями. Тяжелые отношения. Михаил, вы не увлекайтесь, значит, прижал к дереву. У нас в это время 16+. У нас звонок. Добрый вечер. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Да, меня зовут Александр. Про любовь
знаю, насколько она несчастна, но, в общем, случай следующий. Александр, что-то со связью плохо. Вот так невозможно слушать, потому что что-то... Да, что-то с телефоном у вас. Александр, а сделайте, пожалуйста, выключите ваш приемник. Попробуем еще раз. Да, я выключил, алло. Да, лучше стало. Пожалуйста. Слышно меня, алло? Да. Да, вот, мы встречались 1,5 года. Дело в том, что я старше свою девушку на 15 лет, и у меня есть ребенок от первого брака. И проблемой у нас является огромная ревность со стороны девушки. Сын со мной не живет, он живет в другом городе, и когда он приезжает, начинаются очень серьезные проблемы. Очень серьезные, вплоть до скорых помощи, истерика и тому подобное. А я очень люблю этого человека. А вы сами на скорой не работаете? Нет, я на скорой не работаю. Вам это все нравится, да? Вас заводят прямо. Нет, она говорит, я сейчас умру. Да? Ну, не с моей стороны скорой помощи. Понимаю, Александр. А вы вообще реально хотите с таким человеком жить, да? Ну, я не хочу, я надеюсь, что он взрослеет, может быть, перейдет. А вы считаете, что... Стоп. Вы считаете, что вот это абсолютная манипуляция, невроз жесткий, вызов скорой помощи... А и сколько лет, что она скорой помощи вызывает? Ей 19. А можно спросить, что у нее болит 19 лет, что скорая приезжает? Из-за того, что она встречается с вашим сыном. А сыну сколько лет, кстати? А сыну 5. Понятно. Вот что происходит в организме 19-летней девушки, что приезжает скорая помощь? Она на что жалуется? Предобморочное состояние, истерика, слезы, таблетки. И куда ей нужно идти? Правильно, куда ей нужно идти? Ну, давайте вместе подумаем. Как называется этот врач? Ну, она ходила к одному очень хорошему врачу, который ей сказал, напиши этому человеку спасибо за все, за что ты был, не стал бороться с проблемой, просто напиши и расстанься с ним. Она этого делать не хочет. То есть вы реально подписываетесь с человеком, которому реально нужен психиатр, да, и вы хотите с ней построить жизнь? Да, на самом деле у меня прямой вопрос следующий. Есть ли какая-то надежда, да, или нет? Стоит ли мне как-то воспитывать этого человека дальше? Стоп, давайте разделим тут два вопроса. Надежда есть, воспитывать не стоит. Смотрите, я за то, чтобы людей принимали такими, какие они есть. Мари, а вот и шутка подоспела. Таким какой-то есть, я принимаю только земля. Тем не менее, надо принимать, кроме земли и самому, людей такими, Шутка следующая, только земля и я. Я, да. Поэтому никого нельзя воспитывать, и разница в возрасте вам не дает никакого морального права. Вы все-таки ее не удочеряете, а собираетесь с ней жить в качестве жены, поэтому воспитывать ее не надо. Я просто понять не могу, почему при таком огромном выборе людей человеку нравятся именно вот эти истерики, эти скорые помощи, эти обмороки и таблетки. Более того, вообще ситуация, при которой ваша будущая жена не очень любит вашего ребенка, ревнует, я понимаю, и вы говорите, а я ее люблю. То есть я что люблю? Я в ней люблю, и это тоже, понимаете, это тоже, к сожалению, на сегодняшний день часть ее психики, хотя я не очень здоровый. Поэтому я вам так скажу, вариантов я вижу здесь два. Первый, это вообще не ваша девушка, а второй, ты решишь сначала свои проблемы, говорите вы своей 19-летней невесте, и только потом мы можем дальше что-то обсуждать. До тех пор, пока проблемы не решены, с психологом по поводу ревности, с психиатром по поводу психосоматики и скорой помощи говорить нам не о чем. Вы живете с человеком, как бы вы с алкоголиком жили. То многие алкоголики гораздо адекватнее себя ведут. Добрый вечер. Добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, потише приемник. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слушаем. Говорите, Здравствуйте. пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Я в эфире, да? Да. Тут несколько вариантов. Я дома и в эфире, я на улице и в эфире. Я просто не верю сейчас своему счастью, и я очень рада слушать, и рада дозвониться до вас. Еще раз здравствуйте. Я бы хотела... Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Мне 22 года. Так. Вы знаете, в моей жизни я считаю, что это была, наверное, трагедия. Я надеюсь, больше такого переживать не буду и никому не пожелаю. С 15 лет еще, в таком возрасте я начала встречаться с человеком.
Ему было на то время 22 года. Мы встречались без малого 6 лет. И за это время, вот, не скажу, как предыдущая девушка, что измена, там каждый раз была измена, к сожалению, как раз-таки тогда, когда он ушел служить. И вот через время я это все узнала, за это я еще извинялась перед ним, потому что он говорил, что я неправильно отреагировала на эту реакцию, на эту ситуацию. А как вы отреагировали? Я очень сильно переживала, вы знаете, это первый мой мужчина во всех планах эмоционально, и вообще, реально, и телом, и душой. И вот я узнала это все, конечно, это было настолько грязно, это было некрасиво, я узнала это все. Но что узнала? Стоп, вы перескакиваете, вы на армии закончили, что было еще? А потом все-таки, отношения у нас начались, мы сходились, расходились, и он встречался с кем-то и снова возвращался ко мне. Это была безумная любовь с моей стороны, я не знаю, как правильно назвать. Здесь ключевое слово именно безумная или любовь? Вы знаете, наверное, все-таки любовь-то была. То есть вам нравятся такие парни, которые с вами расходятся, с кем-то еще встречаются, вы скандалите? Знаете, после этого я ни с кем не встречалась, и этот человек уже женился, так вышло, я не знаю, как и что мне делать. Вопрос, может быть, он и глупый, и пустой, но я действительно, я не знаю. Вы знаете, он не глупый, не пустой, миллионы людей, которые нас сейчас слушают, озабочены ровно этим вопросом. Но ответ на него я вам смогу дать буквально через пару минут. Я обещал ответить перед паузой нашей девушки. Значит, я скажу вот что. В чем здесь проблема? Когда мы говорим о любви, то вы, кто давно слушает эту программу, знаете, что я считаю, что любовь взрослых людей – это попытка воспроизвести детские переживания по поводу отношений, в основном детей с родителями. Если мы представим себе ребенка, который жил с родителями, в чувствах которых он не был уверен, он теперь не знал, любят они его или не очень. Может, они сестру любят больше или брата. Вообще, есть у него родители или нету. А то у нас папа то есть, то нету, то есть, то нету. То он куда-то в интернате, то, я имею в виду ребенка, а не папу, то мама рассказывает, показывает на фотографии, что твой папа, погибший глухонемой командир подводной лодки, или, как говорят, капитан дальнего плавания. Почему? Такая история маме показалась интересней. Ребенок понимает, что папа с ним просто не хочет общаться. Мама, тяжелая мама такая. Через что берется за ремень, или она орет, или они вообще вместе пьют. И у ребенка начинает накручиваться в психике следующая история. Я, конечно же, люблю своих родителей, но когда я их люблю, я страдаю. Я не знаю, как они ко мне относятся, я не знаю, нужен ли я. А эти знаменитые разговоры, мы тебя вообще рожать не хотели, хотел аборт делать, у меня просто ничего не получилось. А папа вообще был категорически против. Это все в результате приводит к тому, что когда этот ребенок вырастает, он готов к этой несчастной, неразделенной любви. И, как говорят в России, плюнь в глаза, все божья роса. И парень от тебя уходит, спит с твоей подругой, эти то разбегаются, то обратно соединяются, и в понимании человека это, собственно, и есть любовь. Почему? А он так привык с детства страдать. Он других отношений не понимает. Он, конечно, головой постоянно мечтает о некой счастливой любви, но когда в его жизни появляются люди, которые могли бы сделать его счастливыми, у него или у нее вообще безразличное отношение к таким людям. Почему? А еще Фрейд заметил, что мы можем влюбиться только тех, кого знали раньше. А он не знал раньше таких отношений, таких людей. Он знал только орущего папу алкоголика, маму с ремнем и себя где-нибудь на пятидневке. Поэтому для него гораздо привычнее эти страдания, это как у нас говорят актеры, на разрыв аорты, чтобы все было, чтобы с криком все сопровождалось. Хлопанье дверьми, уходом к маме, рыданиями, примирениями. Потому что так у этого человека прошло детство, и он других эмоций не испытывает. Мы поехали дальше. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я в эфире? Точно. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Юлия, 31 год. У меня такая проблема с отношениями.
4 года назад я безумно влюбилась в одного человека. Сначала были у нас такие отношения, что я за ним бегала, мы встречались, общались, но он меня периодически игнорировал, мог заблокировать, там вообще не отвечать. И, в общем, на протяжении 4 лет такое вот продолжается. Со мной знакомятся как бы парни, ухаживают за мной, успешные, состоятельные, и вообще, как люди хорошие. Но я начинаю общаться, а потом понимаю, что меня не тянет, не влечет, вообще никакой нету внутри там такого ёканья сердца. И я снова начинаю названивать тому парню. И вот так это продолжается. В чем вопрос? В чем вопрос? Как мне переключиться с него, как мне вот забыть его, потому что мне кажется, что у меня там душа прям вообще всегда рядом с ним, и как мне наконец-то вот, завязать отношения нормальные, счастливые, выйти замуж. Спасибо, давайте поговорим об этом. Во-первых, вы должны, и не только вы, а все люди, которые находятся в таких отношениях, про которые еще Мао Цзэдун сказал, чем хуже, тем лучше. Вот так он сказал. Надо сказать себе вот что я здесь никого не люблю. То есть не надо рассказывать, что это история про любовь. Почему? А до тех пор, пока вы считаете, что это история про любовь, нет смысла ее бросать. Но человеку нравится страдать. Человек мазохист, психологически жертва. Зачем его сбивать с пути истины и рассказывать про другие чувства? Поэтому первое, что вы должны сказать, что это не любовь. Что вы никакого парня не любите, но у вас есть потребность в страдании. Поэтому первое, другие парни рядом не валялись, это правда. Они не могут заставить вас страдать так, как этот. Поэтому вы всегда будете сравнивать его с бывшим, всегда в пользу бывшего. Но когда вы скажете себе, что я обычная адреналиновая наркоманка, которой постоянно нужны вот эти эмоциональные качели, которой постоянно нужны эти страдания и переживания, которой постоянно нужны слезы, рыдания, разборки, выяснения отношений, хлопанье дверью и ухода. И это как бы ваша проблема. Более того, она делает вас несчастной, как любой наркоман, который имеет зависимость от чего-то. Курящие, пьющие, это все называется химической зависимостью, там лудоманы и так далее. У них в чем проблема? Что это отравляет им жизнь, они не могут радоваться этому, они этим живут как бы. И глубоко несчастны. Так вот, первое, с чего вы должны начать? Перестать играть в любовь. Вы должны сказать себе, что я здесь никого не люблю, но у меня есть проблема. Я зациклена на страдании, и поэтому у меня не складывается ни с кем нормальные отношения. И как только с кем-то отношения начинаются, и мой организм не получает должной доли страданий, я сразу начинаю названивать бывшему, потому что, к сожалению, я привыкла к унижению, я привыкла к тому, что я жертва, поэтому я все это делаю. Это первый шаг. Второй шаг. Вы знакомитесь с совершенно любыми парнями, какими бы они ни были. При этом, я вам честно скажу, сначала вы будете знакомиться с такими же. Потому что у вас либидо под это заточено. Но как только кто-то из них повел себя неправильно, косо посмотрел, не перезвонил, не то что с кем-то замутилось в подругах, мы тут слушали, а вообще что-то на грудь ее посмотрел в вырезе. Пока, как это говорят, деньги любят тебя, но как друга. То есть ты хороший парень. Дальше я пойду по жизни без тебя. И когда вы со всеми людьми начнете себя так вести, то есть не прогибаться, не поступаться, типа люблю, не могу и переживаю этого, наоборот сказать, нет, мне это неприятно, и я не хочу больше продолжать отношения. Сначала, конечно, как у любого наркомана, вы испытаете чувство ломки. А именно, вас будет плющить и колбасить, как в том анекдоте, вы будете всем пытаться ему названивать, вы будете пытаться запить свое горе, порыдать и рассказать про свою несчастную любовь, но каждый раз, когда вы жестко себя поведете по правилу номер 3, то, что я вам сейчас рассказываю, это и есть 3-е правило, то с течением какого-то времени ваша психика начнет меняться. Что произойдет? Чудо произойдет. Во-первых, вам перестанут, это самое главное, нравятся такие отношения и такие парни. Вам вдруг захочется нормальных отношений, адекватных парней. И во-вторых,
вы перестанете страдать. Потому что все, кто нас сейчас слушает, тоже ведь понимает, что они хотят все-таки счастливой любви, счастливых отношений. Но что в искореженном, так сказать, мозге, в покалеченной психике бывших детей, а ныне взрослых парней и девушек? Привычка вот к таким извращенным отношениям. Потому что когда ребенок любит маму, а мама бьет его, то он ее любит и боится. Когда ребенок любит маму и папу, а папа не помнит, когда у ребенка день рождения. Ой, я помню, был рассказ такой, Мария, то ли это на лекции у меня было, то ли на радио, по-моему, на лекции это было, когда встала женщина и говорит: мой отец никогда не интересовался мной, они развелись с матерью, он жил на соседней улице, но никогда не приходил. И мать ему звонила, говорила: ну как тебе не стыдно, у дочери сегодня день рождения, ей 8 лет, ты бы их хоть поздравил. И тут она говорит, в 7:30 открывается дверь, прибегает отец и говорит: доча, у тебя день рождения, я тебя поздравляю, побежали быстрее за подарком. Мы выбежали, и я понимаю, что до закрытия всех магазинов в моем маленьком городе осталось 20 минут. И отца подарка нету, и идти за подарком некуда, потому что сейчас все закроется. И отец вбегает в первый магазин и говорит: выбирай. Я, говорит, выбрала себе зубную пасту. Это был военторг. Вот понимаете, вот такая девочка, когда вырастет, она будет сама лезть в эти отношения, чтобы ей не перезванивали, чтобы спали с ее подругами, чтобы ее унижали. Она к этому привыкла. Для нее это мужчина, это реально мачо. Поехали дальше. А вопрос от слушательницы. 3 месяца встречалась с мужчиной, а потом выяснилось в разговоре, что он считает, что я в жизни занимаюсь ерундой. Хотя я состоявшаяся в профессии женщина, люблю свою работу, сама себя обеспечиваю, не зарабатываю много, но могу позволить путешествовать и уважаю себя. После этого я от него ушла, но продолжаю разговаривать с ним, высказывать ему, что достойно уважения, и жду, что он позвонит и извинится. Как закончить эти отношения и прекратить вести с ним внутренний монолог? Для этого надо понять этот мост перед тем, что происходит сегодня. И вот этой фразой в 3 классе, когда ты сидишь, клеишь всякую, нельзя выражаться тут у нас на радио, фигню, и проходящий отец говорит: слушай, что ты ерундой занимаешься, пойди пол на кухне помой. А потом, когда ты в субботу или воскресенье начинаешь собирать гербарий, подходит мать и говорит: что ты ерундой занимаешься, пойди уроки лучше сделай. Что ты тут мусоришь своими растениями сухими? У тебя кроме этой ерунды, другой ерунды нету в голове. И поэтому, когда вы вырастаете, вам это говорят, вам с одной стороны неприятно, с другой стороны вы ждете изведения и продолжения отношений. А как бы поступил здоровый человек, который понимает, что ему неприятно? Ведь что говорят невротики, Мария? Это интересная конструкция. Мне это обидно и неприятно, но я его люблю. Вы понимаете, какое дело? Вот это вот конфликт между амбивалентность, желанием одновременно какать и кушать, он выдает, собственно, такую несчастную... Но здесь даже не говорит, что люблю. Но она же здесь хочет, обратите внимание, получить извинения, некие признания. Да, признание, извинения. И это история про самооценку, а не про любовь, потому что наша героиня требует сатисфакции. Но она, в чем ее проблема? Не собирается с ней вообще заканчивать ничего. Начало большой любви. Жду, когда позвонит скотина, извинится и признает, что я вообще не ерунда ни разу. У здорового человека это не так выглядит. У здорового человека он просто теряет интерес. Ну, например, вот, Мария, вы себя уважаете, да? А он говорит вам: Мария, что ты такой ерундой занимаешься? Вот вы дальше что будете делать? Да мне нравится. Извините, Михаил, мне нравится. То есть вы с ним еще в дискуссию будете вступать, да? Это нет, это не ерунда, мне нравится. Мне сейчас врасплох застали. Правильно. Ну. Я просто не представляла этой фразы, а тут она появляется. Вот как, вот что вы дальше? Вы скажете, мне нравится, да? До свидания. Конечно. Мне нравится говорить «до свидания», хотел сказать Мария, просто не сразу поняла. Потому что мне нравится, Мария предлагает уже диалог целый. А зачем вам доказывать что-то кому-то? Мария, расскажите, пожалуйста. А я вам скажу, зачем. Когда мне было уже 40 лет,
Я бегал вокруг своей пожилой мамы и рассказывал, что я из себя что-то представляю. То есть потребность уже взрослого мужика что-то доказать маме, а мама у меня авторитарная такая была, с характером, и мне не влом было ни в 15 лет, подчеркиваю, в 40 лет, вот как Мария сказала, типа, а мне нравится моя работа. Я также своей маме, которой уже было под 80, рассказывал, что я не ерундой занимаюсь. Я видел такую фотографию, значит, на одной радиостанции. Там Гарик Сукачев, и там написано: это моя работа, мама. Потому что мама, видимо, тоже считала, что это вообще не работа ни разу. Знаете, Михаил, мой дедушка, я рано начала работать на радио, и мой дедушка всегда спрашивал: ну, когда ты получишь диплом, ты же перестанешь работать? И тут я получила диплом, а все продолжилось. Лера, 36 лет, спрашивает: в отношениях уже 2,5 года, и мой избранник достаточно холоден в выражениях любви, но действиями показывает заботу, то есть он человек дела. Я натура более творческая и постоянно хочу тактильного общения, смотреть, наблюдать, гладить, целовать. Вопрос: как не быть прилипалой, так как на мои проявления внимания иногда не та реакция, которую я жду? Спасибо. Чтобы не быть прилипалой, надо сказать, бывает такая ситуация. Еще какое-то неприятное слово, прилипала, Лера. Вот смотрите, Мария, я люблю бытовые примеры. Приходит наша 36-летняя героиня в магазин женской обуви. Ей очень нравятся эти туфли. А размер у ней, как и лет, 36-й. И она говорит продавщице: а дайте мне, пожалуйста, вот эти шикарные туфли 36-го размера. А ей продавщица говорит: а у нас только 35-й. Он скажет: ну, жаль, это не мои туфли. Вам бы с парнями так научиться себя вести. Вы же не будете вдаваться в тонкости, почему не 36-й, а может быть, я разношу их. А может быть, я... ну некоторые туфли разнашиваются. Больных хватает. Я знаю, есть целый магазин, который продает одежду, которую надо разнашивать, и обувь специальная есть, американская, для фанатов. Надо ломать ноги полгода, а потом по ноге сядет. Это все для мазохистов. Нормальный человек говорит: ну, меня это не устраивает пока. Алло. Здравствуйте. Приятно, что и мужчина тоже реагирует на слово «любовь». Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Стэн. Ну, Стэн, рассказывайте. Мне 25, и я встречаюсь с девушкой, мы живем вместе уже где-то около 3 лет. Вроде все отлично, все очень хорошо, жили в душу, путешествовали, очень много объездили стран. Сейчас как-то я чувствую, что я стал какой-то дубовый и грубый, я сам себя даже не узнаю, но не могу ничего с этим сделать. И в последнее время, я не знаю, то есть имеет ли это отношение или нет, за последние 3 месяца у меня умер отец, и потом я недели через 3 очень сильно разбился на мотоцикле. Сейчас вот только восстановился. Вот, и я чувствую, что я просто рублю эти отношения как-то и не понимаю, зачем это делать. При том, что это уже 2-е мои, наверное, длительные отношения. Предыдущие я точно так же задушил, и ушло все в никуда, 5-летние отношения. И там не было ни мотоцикла, ни отца. Там был только я и все, да. Значит, это не является причиной. Просто не понимаю, что со мной происходит и почему я это делаю. Не знаю, может быть, отношения должны куда-то дальше развиваться, и тут у вас ступор начинается. Да, она очень хочет свадьбы и домашнего уюта, а я как-то не знаю, я боюсь всего этого. Видимо, из-за страха перед перспективой вы превентивно ведете себя типа, то пусть она сама отвалит. Ну, что у нас там интересного, Мария? Так, Кристина спрашивает, как понять, любит ли меня мой парень, мне 25, ему 34, уже год вместе, но жить вместе не предлагает, да и мало проводим времени, потому что он много работает. Чувства ко мне есть, я вижу, но в моем понимании, если мужчина любит, то он хочет больше времени проводить, баловать подарками или сводить в кафе, но этого ничего я не вижу. К себе домой ни разу меня не пригласил, живет с мамой, и она говорит, тревожная, поэтому гостей не водит. Сейчас планирую снимать квартиру в Москве, но он не планирует это делать со мной. Кристина, спасибо. Слушайте, Кристина, я даже не знаю, как вам сказать. Давайте я скажу вам и остальным нашим слушателям вот что. Что вы, как любой человек, имеете право на свои чувства.
Если вы чувствуете, что отношения вас не устраивают, не думайте, что у вас какие-то капризы или вы неадекватная истеричка. Думайте о том, что вы имеете право чувствовать то, что вы чувствуете. Поэтому в данном случае вы не зря задаете вопрос. Вот мы с Марией прослушали, Мария еще прочитала. Мария, как вы думаете, не любит ее парень? Ну вот как женщина. Давайте вы скажете этот вердикт. Вот начинается все с больной, это нездоровой. Перекладывание ответственности. Вы не хотите, да? Нет, ну просто вы прочитали письмо. Вот ваше мнение, любит он ее или нет? Я тут в шоке от мамы и от вообще происходящей ситуации. Ну хорошо. Я думаю, не любит. А Мария что думает? Я с вами соглашусь. Вот. Я что хочу сказать, что вы должны доверять своим чувствам. Вам не надо, вам совершенно плевать по поводу того, у кого какая тревожная мама. К вам это не имеет никакого отношения. Вас ни домой не приглашают, не хотят с вами вместе квартиру снимать и жить. Вот что вас должно интересовать. А так-то придумать можно. Особенно достигли успехов, типа я не развожусь, потому что жду, когда дети на пенсию выйдут. Это вообще никому не интересно. Друзья мои, любовь бывает только светлой и радостной. Просто мы уже к концу подходим. Я хочу резюме сделать. Все, что мы сегодня слушали про несчастное и неразделенное, это зависимость эмоциональная. Это не любовь, это нездоровые отношения, нездоровые чувства. К сожалению, очень многие люди живут так, никогда не узнав счастливой любви. Мы еще поговорим о том, как все-таки сделать так, чтобы испытывать здоровые чувства к здоровым людям и иметь здоровые отношения.